Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы и скорпионши, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю. События недели с 10 по 16 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Вы люди очень интуитивные. Я надеюсь, образы карт, то, что я говорю, и то, что самое главное вам подсказывает ваша интуиция, плюс, конечно, те задачи, которые вы ставите на неделю или что вы планируете. В целом, какую-то общую картину вам дадут, подскажут, или как альтернативный, может быть, вариант взаимодействия с миром, с людьми, или как поступить в той или иной сложившейся, может быть, или обстоятельствах, или в ситуации. Ну, вот такие подсказки, они как будто будут. И у нас перевернулась тройка жезлов, это 5 минут до старта. У кого-то как поездка или начало чего-то нового, или какие-то ваши новые планы. Ну и первая у нас выпадает 6 жезлов, это карта победителя, а за ней карта харизматичного лидера и императора. То есть есть то, что мы хотим совершить, это точно. У кого-то это может быть связано с какими-то согласованиями в высоких инстанциях. Значит, то, что вы себе где-то планируете, у вас получится. Но, знаете, я бы сказала, мы не предвосхищаем свой успех и, ну, словно не афишируем то, что мы собираемся сделать. Это тогда нам помогает, как будто, скорпионы, мои дорогие, вы решаете, закрываете один вопрос, есть победа. И это вам открывает новые перспективы, потому что тройка жезлов – это всегда уже какие-то перспективы. Значит, чем-то для вас это решение или, может быть, буквально один документ оформили, у кого-то открытие визы. Может быть и так, вполне. По карте император и король жезлов. Или еще какой-либо документ вы получаете. Может быть, это будет буквально как отчет. Снова шестерка жезлов нам переворачивается. Значит, продуктивный период на неделе, правда? А через неделю как раз узлы у нас лунные меняются. Или, как ее называют, ось дракона. И если прежде это были Телец и Скорпион, а теперь у нас будет с 18 июля Овен и Весы. В сторону Овна, а как раз Овен у нас, если на Таро переложить, это вот карта Императора. Это личные амбиции. Вот поэтому в сторону личных амбиций, то есть какой-то мы свой проект, план, да и себя самих не должны отодвинуть, как, знаете, на второй план, а мы себя на первое место должны поставить и точно в себе не сомневаться. Ну, давайте узнаем, что важно знать. Или оценка ситуации. Чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время или что нам может помешать. А что нам будет помогать. И 3 карты по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, финансы. И что в целом в личной жизни, что важно знать. У кого-то могут быть люди, которые буквально это король Пентаклей. Так вот и люди могут быть, может быть, компаньоны, сотрудники, коллеги, руководитель, может быть, ваш близкий человек, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли, или, может быть, имеет асцендент, Телец, Дева, Козерог, может быть, вполне взаимодействие с этим человеком. Но вообще, в целом, нам, если мы что важно знать? Стабильная неделя. Или, может быть, вы будете решать вопросы как раз по финансам и документам. Может быть, это карта статусная, получение новых должностей, новых перспектив. Все то, что идет по королю Пентаклей, это он как будто делает своими руками. Он сам создает как свой престиж где-то, так и свой материальный успех. Ну и, видимо, где-то на укрепление ваших заданных позиций. Ну и что у меня в будущем может получиться вот где-то в этой плоскости. У вас могут быть или какие-то встречи, или обсуждения, или поездки, или, ну, любой, в общем-то, вопрос. Но нам сразу говорят, деньги как будто будут, проблем с этим не предвидится. И где-то у нас все идет по плану, потому что, когда король Пентаклей, это есть уже какой-то порядок, нет какого-то хаоса. Поэтому в целом мы должны остаться довольны этой неделе. Чего не избежать? Ну, карта Иерофанта дополняет вот этих
всех значений, которые я перечислила, и словно их удваивает еще, потому что иерофант — это всегда структура, порядок, это закон, это те традиции, которые приняты в вашей местности. Так вот, мы тут как не перепрыгиваем через какую-то систему иерархии, мы в принципе допускаем, что есть как власть, как есть ступенчатость этой власти, и на работе, если мы имеем какие-то долгие такие планы или мы видим свои какие-то через амбиции, перспективы, значит, тоже нужно делать ступенчато, не перепрыгивать через голову руководителя, взаимодействовать как-то с людьми. Эта карта предполагает, что мы даже готовы учиться чему-то. А может быть, это вы сами. Для тех, кто... Может быть, вы преподаватель, то тут как раз может быть новый статус в плане получения новой должности или какие-то еще предложения. По этой карте есть еще и стабильность, порядок во всем. И поэтому мы не избежим, может быть, как взаимодействия с какими-то структурами, может быть, с высокими чиновниками в плане оформления каких-либо документов, так и мы должны быть сами в их энергиях. И это где-то соответствует королю Пентаклей. Но тогда у нас словно и подушка безопасности, и финансовая состоятельность, и вообще какой-то прогресс. Мы можем заинтересоваться новыми сферами деятельности. Мы можем начать изучать что-то вообще в принципе новое, что прежде в наши планы не входило. А здесь трансформация наших взглядов, она тоже может проходить. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. У нас выпадает королева жезлов, и это персона, которая нам показана по карте, наиболее удачливо дела, работа, бизнес и деньги. Я не могу как раз сказать, что нам что-то будет мешать. Или, если вот в этом значении, чему сейчас не время. Или, что чему-то сейчас не время. Разве что контакты с каким-то человеком могут быть... Ну, так, или осложнены, или, может быть, человек какой-то уехал конкретно, или у человека, с человеком, который рожден под знаком зодиака, стихии огня, это у нас Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент, ну, какое-то взаимопонимание, может быть, либо осложнено, либо, чему сейчас не время, может быть, те какие-то посылы или идеи, которые в голове у человека родились, может быть, вам что-то будут предлагать, ну, тогда их мы на первый план не ставим. Вот, наверное, вы сами, повторюсь, и ваши какие-то как проекты, как задумки, как ваши личные амбиции должны быть сейчас на первом месте. Но, в принципе, повторюсь, нет ничего, чему бы сейчас не было времени, потому что все стабильно и все, в принципе, понятно. И на этой неделе как будто не будет того, что нас может поставить в тупик какой-то. Вот, наверное, от того, что придет в нашу жизнь, от того, что мы еще сами планируем, и будет складываться в целом какая-то обстановка, но нет как будто неясностей. Что нам помогает? Взаимодействие с миром. Это двойка кубков, это карта вообще-то любви. И может быть какая-то ваша личная история. Буквально человек вам, может быть, помогает, ваш человек. Добрые отношения, которые основаны на искренности, нам помогают. Или, как видит, может быть, человек, продолжение какой-то истории вы будете обсуждать. Так или иначе помогает дипломатии, умение договариваться. Это точно. И как минимум один, как я сказала, человек, если он к нам искренне относится, это как будет группа поддержки. Мы можем что-то проговорить, может быть, вслух что-то обсудить с таким человеком и для себя сделать какие-то правильные выводы. Правда, иногда... Когда мы про себя о чем-то размышляем, это одно. А когда мы обсуждаем именно с теми людьми, кому мы доверяем, больше эффект от таких переговоров происходит. Пусть даже тот наш оппонент, человек, с которым мы говорим, он не принимает непосредственного участия в каком-то деле, но сама возможность озвучить и как услышать с нашей стороны какое-то альтернативное мнение может дать какие-то подсказки. Так или иначе нам это помогает. Дела, работа, бизнес. Правда, тут какая-то и личная может быть история, но я бы сказала, тут больше каких-то приятностей. Здесь могут быть, как от ваших близких, какие-то добрые
новости, вести, информация, так и, в принципе, какая-то есть информация по делам, работе или бизнесу, которая добавляет улыбок на лице. Значит, что-то вы можете как минимум согласовать. И вот, наверное, те карты, которые переворачивались у нас перед прогнозом, как раз и говорят о какой-то победе или каких-то событиях, которые нас, безусловно, порадуют. У нас что-то получается на этой неделе в целом. И у каждого ведь тут какая-то своя задумка, свои какие-то задачи. Ну, значит, буквально от каких-то вопросов, которые связаны с оформлением документов до расширения бизнеса по финансам, у нас тут все получится, вот и все. Что конкретно по финансам? А у кого-то это может быть решением, иногда проходит ведь, к примеру, вплоть до венчания или оформления ваших отношений в личной жизни по карте Иерофант. И здесь у нас выпадает рыцарь кубков, и кто знает, может быть, как раз вы ваши отношения надумаете на неделе переводить в другой статус, ведь это статусная карта, она нам предполагает смену статуса. Так вот, смена статуса у кого-то будет через работу, через финансы, может быть, да, как получение новой должности. А у кого-то из вас вы отправитесь, может быть, подавать документы, чтобы оформить какие-то личные отношения, и такое тоже может быть. Смена статуса как будто на пороге. Но если мы говорим о финансах, семерка жезлов, значит, мы тут будем в каком-то режиме многозадачности. Может быть, как спорт, куда деньги потратить, или что купить, или что не покупать, например, да, от чего-то отказаться. И, знаете, наверное, целесообразность часто по этой карте мы должны решать сами. Как минимум, эта карта советует сделать такую небольшую паузу, отступив полшага назад, чтобы оценить, а нужно ли этим заниматься, или приобретать конкретную вещь, или вкладываться куда-то, или каковы вообще перспективы. По семерке жезлов это есть интерес сторонних как будто людей каких-то, или конкретного человека. Но я не могу сказать, что есть конкретно наш интерес. Нет стопроцентной гарантии. Тут больше как раз о том, что нас могут втягивать в какие-то тут на финансы, значит, в какие-то финансовые участия, а нам как будто туда не надо. Больше сохраняем, я бы сказала так. Ну, видимо, какое-то время пройдет, и, может быть, что-то тайное станет явным, или какая-то обстановка прояснится. Может быть, вообще, в принципе, режим какой-то многозадачности по финансам тоже. Или, может быть, какая-то путаница денежная. Или вам придется, период может быть такой, когда вы совершаете какие-то проплаты, обязательные платежи какие-то. Ну, тогда этого не получается. Мы этого не избежим, придется платить. Но я бы не сказала по этой карте, что мы как-то легко расстаемся с деньгами. Вот этот момент, он явно присутствует. И, ну да, у кого-то вот эта тройка мечей может как раз и проиграться, что в итоге, пусть это нам на личную жизнь, была какая-то разочаровывающая ситуация. И здесь у каждого ведь по-своему. У кого-то это через финансы опять же будет. Или, может быть, в личной жизни все хорошо идет, но, может быть, не так хорошо, как хочет Скорпион. Есть какое-то разочарование. Но по тройке мечей это часто какая-то ситуация из прошлого, которая нас ранила. И теперь мы на это смотрим совершенно спокойно и хладнокровно. У кого-то это могут быть бывшие, правда, бывшие партнеры по браку или какие-то, ну, может быть, отношения, когда вы тоже близкие отношения. И здесь человек в вашей жизни может словно воскреснуть. И, ну, у каждого, наверное, как по-своему. Либо любовь вдруг какая-то проснулась, либо у кого есть вопросы, может быть, связанные с детьми, то тогда как раз оформление каких-то документов, например, по детям, и у вас, кстати, все получится. Вполне вероятно, что вы будете участвовать в этом вопросе. Ты от этого не уйдешь. Если ты родитель, значит, придется как-то в этом принять участие. Но есть какая-то история в личной жизни, которая была в прошлом со знаком минус. И почему-то, видимо, на этой неделе, ну, каким-то боком она вас будет касаться, о чем-то будет напоминать. Может быть, кстати, вот проигрывается в параллели с финансовыми тратами какая-то история из вашей прежней личной жизни, которая так или иначе почему-то будет пересекаться с денежным вопросом.
Но у вас сильная достаточно позиция, мои дорогие скорпионы, и поэтому у каждого будет, безусловно, что-то свое. Тройка мечей часто, знаете, в чем плюс? В том, что нас не ранит, как прежде нас вот ранило или ну, где-то выбивало из колеи, может быть, встреча с конкретным человеком, а теперь мы очень хладнокровно смотрим на какую-то как или продолжение, или взаимодействие с этим человеком. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.